В этом году объем поставок по турецкому потоку уже превышает 5,7 миллиарда кубометров, что больше, чем за весь прошлый год, рассказал нам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петр Сиярто. В следующем году мы получим то количество газа, которое задействует всю мощность турецкого потока. А, собственно говоря, о чем речь? Мы как-то в рамках, по-моему, этой передачи и в рамках там наших соцсетей, подписывайтесь, если что, рассказывали об интересной особенности поставок в Венгрию. Интересная особенность заключается в том, что примерно половина поставок идет через турецкий коридор, половина через украинский коридор. И вот в рамках вот этого мероприятия господин Сиярто сказал, вы знаете, а на входе из сербской газотранспортной системы в венгерскую мощности 8,5 миллиардов кубических метров. Это примерно столько, сколько, в принципе, Венгрия покупает в Российской Федерации. Покупала, точнее, в прежние годы. Сейчас, как вы понимаете из этой цитаты, несколько снизились поставки, но не потому, что они где-то нашли газ, а потому что, в принципе, сократилось потребление. Ну, сократилось или нет? По турецкому потоку 5,7 миллиардов кубометров и скромно умолчал, сколько проходит через газотранспортную систему Украины. Что означает, что, в принципе, вывести на 8,5 через турецкий поток будет возможно, если вдруг что-то произойдет. Ну, мы видели статистику по прошлым годам, там было некоторое сокращение, конечно, не до 5,7. Вот. Но сокращение было где-то в пределах 1-2 миллиардов кубических метров относительно тех показателей, которые были, скажем, в 2021 году. Но, опять же, приметы времени. У всех сокращаются потребления. Было бы странно, если бы конкретно Венгрия сказала, а у нас все замечательно. У всех это имеется в виду в Европе. Александр забыл добавить это слово. У всех в регионе, представителем которого невольно оказался вот господин Сиярто. Самое интересное, что, в принципе, когда мы говорим, ну вот, международный форум, мы как-то последние годы, некоторые отважные шутники у нас обычно такие, понятно. Сейчас приедет кто-нибудь там из Киргизии, Узбекистана, белорусы, и все, форум уже международный. Нет, дорогие друзья, понимаете, больше 50 стран, и вот даже представители Евросоюза приезжают. По крайней мере, та часть, которая заинтересована в продолжении развития взаимоотношений с Россией. На всякий случай напомню, что заинтересованы они могут быть все, но в марте 2022 года был принят акт Еврокомиссии REPowerEU «Перезаряди Евросоюз», который предусматривает, что в 2027 году должны быть прекращены все закупки всех видов первичных энергетических ресурсов из России. В этих условиях работает Венгрия, нам об этом тоже надо помнить. Этот законодательный акт никто не отменял, так что, на мой взгляд, мы находимся вот в том окошке, которое у нас осталось 2 года, и про эту северо-западную оконечность Евразии можно будет забыть. Я вот тут возражу, потому что REPower не носит обязующего характера, а носит рекомендательный. Они как бы говорят, ребят, вот старайтесь. Венгры говорят, мы стараемся, знаете, вот не получается. Кстати, о стараниях. Знаете, там тот же Сиярто сказал, что в этом году 6,7 собираются получить из России миллиардов кубометров газа. А давайте посмотрим, а что в целом с импортом газа в Евросоюзе творится. То вот у нас есть график. Разноцветненький. Разноцветненький, да. Вот голубенькая, вот верхняя, это 22 год. Синенькая, это 23 год. И оранжевенькая, это 24 год. Как вы видите, что-то нехорошо с импортом газа в Европейском Союзе в 2024 году. Собственно, не то чтобы сильно здорово было в 2023, как опять же видно на этом графике, но вот 2024 совсем уж подводит. Однако, тут какой интересный момент есть. Это в целом импорт. А давайте посмотрим на импорт из России. Опять же, голубенькая 22 год, синенькая 23 год, оранжевенькая 24 год. Что-то не так. Закупки в Российской Федерации почему-то увеличиваются. По крайней мере, по отношению к 2023 году. Своя добыча сокращается, суммарный импорт сокращается, а импорт из России растет. Волшебство какое-то просто. Вот такая она, европейская изолента. Они тоже. С дырочками. Это называется...
Это называется, ребят, старайтесь избавиться от зависимости от России. Да, говорят покупатели российского газа. Мы очень стараемся и смотрим на оранжевенькую линию. Ну, собственно говоря, одним из центральных событий в Питерского форума стало выступление главы «Газпрома» Алексея Миллера. Ну и цитату по поводу этого выступления. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в свою очередь подчеркнул, что за последние 1,5 года производство в некоторых отраслях промышленности Европы упало до минимума. По данным «Газпрома» за 9 месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023 года снижение спроса на газ в Евросоюзе и Великобритании составило еще 11 миллиардов кубических метров газа. При снижении поставок газа на рынок Европы кто-то должен быть крайним, кто-то должен пострадать, считает Миллер. Мне кажется, и после этого он должен был расхохотаться. Вот. Но наверняка сдержался и подобного себе не позволил. Но, тем не менее, еще одно знаковое высказывание Алексея Миллера, цитаты, правда, нет, он говорит о росте доли глобального юга на мировом газовом рынке. В этом году общий прирост спроса в мире 60 миллиардов кубометров, из них 48 миллиардов кубометров приходится на Россию, Индию и Китай. И Алексей Борисович говорит о том, что у нас на глазах создается новый макрорегион. Это не только Юго-Восток Азии, это Центральная Азия, это Северо-Восточная Азия, наверное, имеется в виду прежде всего Китай, и это Кавказ. Но о планах нашего сотрудничества с Ираном при случае. Случай будет. Я уверен, что ближайшие месяцы мы что-нибудь интересное услышим. Тут вот какой момент. Про сокращение на 11 миллиардов кубических метров. В Евросоюзе без Великобритании в 2021 году потребление газа было 415 миллиардов кубов. В прошлом году примерно 335 миллиардов кубов. В этом году будет 330 или менее миллиардов кубов только в Евросоюзе. То есть сокращение было настолько значительным, что мы с учетом Великобритании уже говорили о том, что почти 100 миллиардов. А тут еще минус 11 миллиардов. Процесс идет. Но это строго по плану, как мы знаем. Строго по плану. Наши, я думаю, уверен, СМИ какое-нибудь высказывание Урсулы фон дер Ляйен приведут, где она убедительно всем скажет: ребята, это не падение. Это при моем непосредственном руководстве я всем сказала: сокращайте спрос, надо избавиться от зависимости от России. И не сокращать. Главное, чтобы не сокращайте, экономьте. Экономьте, да-да-да, экономьте. То есть переходите в режим жесточайшей экономии, чтобы наказать Россию. Перешли и почему-то увеличили закупки. Это парадокс. Кстати, я предлагаю на график еще один посмотреть, а то, вдруг Миллер всех обманывает, вдруг мы тут всех обманываем, мало ли. Вот, может, это все просто выдумки. И тут мы открываем Евростат, смотрим на те показатели по потреблению газа, которые рисует он, и выясняется, что, Евростат, видимо, тоже подвержен этим странным выдумкам о сокращении спроса, о том, что как-то оно все падает и подниматься не торопится. Наверное, туда тоже проникли чьи-то агенты. Мне вообще кажется, что это не просто схема, не просто график, это нарисована рука Москвы. Прямая вот такая. То есть она тянется просто. Она тянется, да. Но, кстати, непонятно, как долго будет тянуться, потому что это до 23-го года включительно, уже 24-й, и там пальцы такие проникают. Мне кажется, какая-то такая картинка должна быть нарисована. Но мы ее нарисуем как-нибудь в следующий раз, тем более скоро уже итоги года, но предварительные итоги, если вдруг вам будет страшно интересно, вы можете подписаться либо на «Нефтегазовую игру» в Телеграме, либо на Борис Марцинкевич, тоже в Телеграме, и там соответствующие данные периодически мы публикуем. А пока дальше. И если говорить не только о газе, а о состоянии энергетики, как базовой отрасли любой экономики в 21 веке, то есть такой синтетический показатель потребления электрической энергии. В Европе он за последние 2 года упал на 10%. И если это, по мнению Урсулы, может быть свидетельством того, что у них все в порядке, значит, у них все в порядке. Что касается такого показателя, как ВВП, макроэкономисты никогда не считали его
совершенно универсальным. В свое время был еще такой показатель, как СОП, совокупный общественный продукт, к чему относится вся товарная продукция и затраты на логистику по ее доставке. Вот эти показатели в последние годы никто не публикует. А ВВП в таких странах, как, допустим, Нидерланды, где торгуют легкими наркотиками, Федеративная Республика Германия, где в числе прочих показателей данные об успехах публичных домов, может и расти. Никто не спорит. Нам тут вопрос как раз задают. Вот Борис не специально, но задают вопрос. Вопрос такой, слегка провокационный. Приветствуют, благодарят, но не буду будить химеру подозрительности. Как вы оцениваете вклад в потребление энергоносителей в машиностроении Германии? Всякими там Rheinmetall. Я вот пару слов скажу, и Борис, я думаю, продолжит. Вы знаете, если посмотреть на статистику индекса промышленного производства в Евросоюзе в целом, то он сейчас ниже 2021 года, который тоже, мягко скажем, тот еще эталон, потому что, по сути, 2021 год был ниже 2008 года. До начала кризиса. 21 год, собственно говоря. Когда все поднималось, когда все росло, когда отложенный спрос был. Но тут вот какой момент. Если посмотреть на статистику Германии, там, если вот это чудесное Rheinmetall и вносят какие-то показатели, то, знаете, не очень помогает, потому что даже вот в проклятых веках ВВП там тоже несколько сокращается, а и промышленное производство тоже вслед за ним. Ничего, страны демократичные свой выбор сделали, и идут. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Не будем спрашивать, куда. Если что, кстати, нам можно с помощью вот этого QR-кода писать вопросы, предложения, замечания прямо в чатик. Будем при возможности стараться на них отвечать. Все приветствия видели, всем ответный привет. И про поставки газа, раз мы уже посмотрели на Центральную Азию, посмотрели на Европу, я предлагаю так резко переместиться в сторону Дальнего Востока, посмотреть на Китай. И поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2024 году превышают первоначальный план более чем на 1 миллиард. Рановато, хорошо. В общем, на 1 миллиард уже больше поставили, чем планировалось. Дополнительные соглашения по дальневосточному маршруту были подписаны. И вот дополнительно, что прозвучало на форуме, что спрос на газ в Китае в 2024 году вырастет на 6,8%. До 420 миллиардов кубометров газа, сообщил на Петербургском международном газовом форуме вице-президент, на секундочку всего лишь CNPC, Хуан Юнджан. По его прогнозу, потребление газа в Китае будет расти минимум до 30-35 годов, когда достигнет 600-650 миллиардов кубических метров. То есть Китай планирует, как и раньше, примерно по 200 миллиардов кубов за 10 лет прибавлять. Хочется заметить, что вот эти 420 миллиардов кубометров газа в год в Китае, это уже такая конкуренция с Россией, у нас немножечко больше. Это мы сейчас к этому подойдем. Исключено, что Китай скоро нас догонит и, может быть, даже перегонит. Численность населения, емкость экономики говорить не будем. Так же, как ни одного плохого слова я не скажу в адрес всех тех, кто любит метаться по комментариям в самых разных соцсетях. Начинаются они: Юра, у нас украли полимер. Не, мы потеряли полимер. Да. Куда-то они делись. Тут стоит пояснить. Смотрите, по поводу на миллиард больше по «Силе Сибири». Дело в том, что «Сила Сибири», опять же, не устанем об этом говорить, потому что, как видно, некоторые крупные лидеры общественного мнения не до конца понимают этот момент. Мы пытаемся достучаться до них, в том числе через нашу уважаемую аудиторию, то есть через вас. Итак, смотрите, какой момент. «Силу Сибири» запустили в конце 2019 года. 5 лет скоро исполнится. И никто не предполагал по планам, что все 38 миллиардов кубов мощности будут сразу задействованы для поставок на экспорт. Для поставок на экспорт. Все нормально. Нужные оговорки мы делаем. Так вот, 38 миллиардов кубов эта мощность должна быть задействована с 2025 года.
Потому что, как ни удивительно, на территории Китая не было построено заранее. Просто вот, знаете, они предсказали. Древние китайские мудрецы сказали, вот здесь надо поставить трубу. Сначала она была, конечно же, бамбуковой, потом ее сделали стальной, а потом мы к ней подсоединили нашу силу Сибири. Нет. Мы параллельно с китайцами строим свои газотранспортные системы. Мы силу Сибири, они продолжение этой самой силы Сибири. И вот только сейчас ее строительство завершено, вот этого продолжения завершено в районе города Шанхай. Так, на секундочку. И по мере строительства увеличивались поставки по силе Сибири. В этом году они должны были составить порядка 30 миллиардов кубов. Ну, видимо, будет 31. Видимо, больше, потому что есть соглашение о том, что на максимальную мощность вышли вот начиная с 4-го квартала этого года, не с 1 января. То есть сейчас можем считать, что сила Сибири вышла на полную мощность. Та самая экспортная мощность 38 миллиардов кубометров. Ну, в суточном выражении мы уже вот сейчас, начиная с этого момента, вышли на годовой показатель, в суточном выражении на годовой показатель 38 миллиардов. И, разумеется, нам поступает сразу же вопрос, более чем ожидаемый. Кстати, за этот вопрос мы должны поблагодарить Bloomberg, Reuters и другие уважаемые издания. Ну, и все те издания, которые публикуют их на русском языке. Вы молодцы. Итак, вопрос. А России это выгодно? Мы его туда с прибылью поставляем в Китай. Вот вы это не вам претензия, я понимаю, откуда вы это взяли, но давайте вы вот задумайтесь, а откуда вы взяли мысль о том, что поставки газа в Китай идут не с прибылью, что они идут в убыток. Что самое интересное, когда только был подписан, прошу прощения, в мае 2014 года, я помню, у нас был один такой крупный энергетический эксперт, почему-то он сейчас где-то в районе Норвегии, просто совпадение. Просто какое-то, знаете, вот совпало. Его почему-то после 22 года потянуло в Норвегию. Так, с некоторыми климат экспертами... лучше. Конечно. В районе Осло гораздо теплее. Так вот, он тогда писал, контракта не будет. Как только вышла его статья, буквально на следующий... Через несколько часов контракт был подписан, этот человек переобулся и всем стал рассказывать. Ну поставки-то, понимаете, поставки российского газа в Китай, они будут невыгодны, потому что это просто в ноль будем выходить или вообще в минус будем выходить. И вот на протяжении долгих лет он это доказывал. А потом это стали доказывать на уровне вышеупомянутых замечательных Блумберга и прочих изданий, которые активно у нас перепечатывают. Потому что, а как же не перепечатать? Уважаемые люди умные вещи говорят, что зачем китайцам продавать? Вот в Европу продавать, там вообще никаких вопросов. Это всегда выгодно. А в какой-то Китай, да еще перед Китаем поставить крупнейший завод, до границы с Китаем, поставить крупнейший в стране завод по переработке газа. Его, кстати, вообще учитывать не надо в этой схеме. Не-не-не, вообще невыгодные поставки. А еще газохимический комплекс рядом строят. Это вообще ерунда, это бред какой-то. Вы что? Все в убыток. Все в убыток, дорогие друзья. Хорошо, нет, если так серьезно говорить, то сейчас поставки газа в Китай идут где-то по $270 за 1000 кубических метров. Это меньше, чем в Европу. Но это не связано с спецификой контракта. То есть Китай потребовал скидку, и мы предоставили. Нет, это связано с тем, что к разным индикаторам эти контракты привязаны. Китайский контракт привязан к нефтяной корзине, а европейский к европейским биржам, на которых творится черти что, и сбоку бантик, простите. $450 за 1000 кубов сейчас на этой самой бирже. В Китай, идет дешевле. Но, правда, в 2020 году в Китай поставки были дороже. Но это никого не интересует. Боже мой, что-то в 2020 году было. То есть, еще раз, две разные системы ценообразования. В Европе целиком и полностью биржевая, она же спотовая. Не знаю, почему всем нравится слово спотовая, почему тяжело выговорить биржевая. Вот на бирже сейчас сложилось вот так. Китай, который прекрасно понимал, какие ему нужны инвестиции для продолжения силы Сибири по своей территории, все газоотводы, обустройство подземных хранилищ газа, договор подписывал на 25 лет. И мы подписывали на 25 лет, тоже понимая, какие у нас впереди инвестиции. У нас ценообразование в контракте с Китаем привязано к нефтяной корзине. Учитываются цены мазута, дизельного топлива, самой нефти и так далее, и так далее. Цены меняются раз в 9 месяцев в зависимости от того, что происходит на мировых биржах нефтяных. В Европе ни к чему не привязано, только к тому, как у нас сложились настроения на бирже TTF. Она голландская, правда, принадлежит американской компании. Абсолютно разная система ценообразования, одно с другим не связано никак. На всякий случай. Поэтому говорить о том, что Китаю мы продаем со скидкой по отношению к европейским ценам,
Можно, но только в том случае, если вы либо не разбираетесь в этой ситуации, либо сознательно врете. Некоторые, кстати, стали оговариваться. Ну, как бы это не скидка, но ведь цена ниже, а это один товар, значит, как бы скидка. Ну, это ладно, это уже начинается словесная эквилибристика. Про один товар я, кстати, хочу заметить, что в Европу у нас идет купаж газовый, в котором до 10% может быть не метан, а что-нибудь другое. Этан, пропан, бутан и так далее. А в Китае практически чистый бетан идет, потому что заводик поставлен, и на этом заводике из этого газа, прежде чем он в Китай идет, все элементы извлекаются и продаются отдельно. Но это ладно, это, знаете, так, в очередной раз про китайскую тему, тем более она, мне кажется, никогда никуда не денется. Нам вот говорят, нет, не читать никаких Блумбергов, просто с нами, мол, все любят дружить только в одну сторону. Ну, знаете, у продавца и покупателя разные интересы, как это неудивительно. Где бы этот продавец и где бы этот покупатель не жил. Никто не заключает контракт просто потому, что вы такие красивые, вы такие хорошие. Вот если вам кто-то говорит, что вам что-то хорошее делают просто за красивые глаза, там, национальность у вас классная, культура у вас замечательная, вас пытаются облапошить и, скорее всего, обобрать. А если вам говорят, да, мне выгодно вот так, то с этим человеком можно иметь дело. Вот. Любовь, не любовь. Ну, попробуйте сходить на ближайший к вашему дому рынок и объяснить продавцу, что он должен вам продавать дешевле, потому что у вас рост 175 сантиметров.